Зовут меня Иван, мне 35 лет. Род занятий IT. В этой сфере я уже около 6 лет. Конструкторы от малых до больших. Я еще из того поколения, когда новый японский отцовский магнитофон, двухкассетник с реверсом нужно было разобрать и обратно собрать с наличием запасных деталей. Как узнал о моноколесах? Уйди, мне вот без тебя проще. Я тогда буду на дерево смотреть и дереву рассказывать. Всем привет, меня зовут Иван, мне 35 лет, и я являюсь активным пользователем моноколеса уже порядка 2 лет. За это время пробежал где-то порядка 3,5-4 тысяч километров, и все еще продолжаю испытывать все самые позабытые детские приятные чувства. О моноколесах я узнал несколько лет назад, когда уже на протяжении 4 лет, являясь пользователем самоката, я начал на улице замечать этих ребят, которые были достаточно интересно по мотоциклетному экипированы и передвигались на очень интересных транспортных средствах. О гироскутерах, в принципе, я что-то где-то уже когда-то слышал, но что можно вот так вот на одном колесе, для меня это было сродни какой-то фантастики. Ну и, естественно, захотелось попробовать самостоятельно. Моим первым моноколесом было Ninebot Z10, он же в народе «Зло». Выбрал я его в первую очередь, наверное, по дизайну. Дело в том, что на тот момент свободных денег, наверное, в наличии у меня особо не было. И любые расходы в любом случае, тем более достаточно такие весомые для бюджета молодой семьи, нужно согласовывать было со своей супругой. Выстреливает объявление о том, что продаются Ninebot Z10 в рассрочку, все замечательно. А у меня еще такая себе кредитная история, поэтому я просто наобум подаю заявку, и мне ее внезапно в течение пары часов подтверждают. Тут сошлись все звезды на высоких погонах. Таким образом взял я себе это колесо. И отъездил на первом порядка, наверное, километров 400. К сожалению, там врожденная проблема уже этих колес, поэтому я на первом отъездил 400, потом мне его поменяли по гарантии, на втором отъездил 100, после чего я тоже думал, мне его поменяют по гарантию, там выстрелили плюс-минус те же самые проблемы, но, к сожалению, их уже не осталось в республике. Так закончилось мое общение с Ninebot Z10. Вторым и на данный момент моим активным, моим главным моноколесом является моноколесо производства фирмы InMotion V11. Наверное, одно из самых известных моноколес с подвеской, и я для себя его выбирал целенаправленно. На тот момент прошло более полугода, как я был без моноколеса, и я думал, что я остыл. Но получилось, что нет. Это вещь, которая действительно цепляет как наркотик. Обратился я к Игорю, и у меня на самом деле было несколько моментов, которые мне нужно было, чтобы моноколесо в любом случае в себе содержало. Первое – это дизайн, поскольку первым колесом моим был Ninebot Z10, это все-таки очень хорошая, такая серьезная жертва дизайна. Поэтому у меня была задача, первое – это дизайн, и второе – это надежность, потому что мальчик я не маленький, 2 детей, семья, то есть мне не нужны колеса, которые подо мной бы отключались или творили непонятные вещи. Игорь сказал, твой вариант это InMotion V11. Без объяснений, без всего остального, просто это твой вариант, поверь мне. Я из тех людей, которые не особо верят на слово, поэтому надо проверять. Взял, поехал и начал просто кайфовать. Сначала я воспринимал его как достаточно интересную игрушку, мне хотелось каждый вечер выйти, потренироваться, чуть-чуть поездить. Ноги очень быстро уставали, забивались, это абсолютная норма. Когда ты учишься, и будет длиться как минимум первую 1000, а то и 1,5 километров, пока вы не наездите себе свой собственный опыт, пока у вас мышцы не привыкнут к этому виду передвижения.
Являясь владельцем автомобиля с двигателем, жрущим много бензина, как и все двигатели V8, я на самом деле почти забыл, что значит заправлять этот автомобиль, потому что моноколесо мне, по сути, подменило абсолютно любую мою поездку по любым необходимостям, где мне нужно ехать одному. Нужно съездить за какими-то запчастями или подписать бумаги, пожалуйста, сел на колесо, поехал. Нужно съездить к знакомому, аналогично. Нужно съездить на какую-нибудь сходку любого формата, пожалуйста, сел на моноколесо, встал на моноколесо, поехал, достиг точки назначения, получил свое удовольствие, вернулся обратно и ничуть не пожалел о том, что ты поехал не с крышей над головой, не с рулем в руках, а вот так вот просто и свободно ездя и наблюдая по сторонам, видя, что происходит в городе. Как любой водитель, спроси у вас, где находится тот или иной объект, вы прекрасно скажете. Но когда у вас спросят, а какого цвета краска на этом фасаде, ведь он достаточно вычурный, вы ведь не скажете. Потому что вы никогда не можете полностью обратить внимание на все, что происходит вокруг вас, ездя на автомобиле. На моноколесе, соблюдая скоростные режимы, вы можете крутить головой хоть на 360 градусов, и вы замечаете абсолютно все изменения на ваших любимых улицах, в вашем любимом городе, на вашем районе. И это классно. Многим людям я рекомендую именно это моноколесо, даже несмотря на то, что есть варианты более дальнобойные, более дорогие и, может быть, даже где-то менее геморройные. Потому что подвеска — это все-таки дополнительный источник проблем для эксплуатации любого колеса, как ни крути. Но, черт возьми, сколько оно доставляет удовольствия. Идеальнейший городской круизер — это то колесо, на котором ты сможешь съездить из конца в конец, вернуться обратно по любым своим делам, попутно заехав кому-то за шаурмой, кому-то за кофе, вот, попрыгать по бордюрам, абсолютно не чувствовать стыков, плитки, перепадов каких-то. Ты едешь и просто получаешь удовольствие, у тебя не болят ноги. Естественно, подвеска сама по себе, ее наличие — это абсолютное преимущество моноколеса по сравнению со многими другими моноколесами, у которых нет подвески. Ну, естественно, главное преимущество — это то, что ты устаешь просто в разы меньше. То есть, проезжая километров 40, 50, 60 на колесе с подвеской, ты чувствуешь свои колени, как они были, у тебя ничего не затекает, у тебя ничего не убивается. У тебя нету постоянных позывов остановиться, передохнуть, размять ноги, там, приседания поделать только ради того, чтобы размять эти самые ноги. Вот, поэтому отрабатывает она достаточно хорошо. Опять же, в V11 подвеска регулируемая, подвеска пневматическая. Это значит, что можно ее накачать так, как тебе надо. Хочешь очень повольная езда, ты будешь просто плыть над дорогой и ничего не чувствовать, но при всем при этом высокие бордюры для тебя будут под запретом. Хочешь, накачивай ее по-спортивному, это будет очень жесткое колесо, идеально подходящее для скоростных поездок, для поездок по пересеченной местности, где у тебя чувствительность твоего райда будет просто максимальнейшая. Но, как всегда, вместе с огромнейшими плюсами идут и такие же немалые недостатки. Я, наверное, один из немногих пользователей этого колеса, которые эксплуатируют его во всех режимах и практически нещадно. Я очень люблю носиться по лесу. Мне не смущают ни корни, ни что другое, ни какие-то маленькие лужи. То есть я просто проношусь. При всем при этом я много езжу по городу. Поэтому, опять же, вспоминая, что я из тех людей, у которых руки растут из, наверное, правильного места, я в состоянии самостоятельно все перебрать, поэтому свою подвеску на моноколесе я обслуживаю ориентировочно раз в месяц. Это не только вопрос проверки давления и подкачки, это вопрос глобальной очистки всех трущихся и двигающихся поверхностей, это вопрос смазки. Это вопрос, в принципе, грамотной сборки, не пережимать узлы, не пережимать винты, то есть делать все так, как оно необходимо. Плюс к этому, как обычно, курим профильные форумы. Есть форумы поддержки по каждому из моноколес, по каждому производителю, по каждой марке, где опытные ребята могут подсказать, где, что и как. Или, опять же, всегда можно обратиться в ЕМАГ, в магазин сервиса, там эти ребята тоже в состоянии подсказать вам, что, где, как будет сделать лучше. Я из тех людей, которые, на самом деле, как я уже сказал, очень тщательно относятся к внешнему виду и, наверное, с каким-то определенным комплексом, пунктиком у себя в голове я отношусь, в частности, и к своему виду при езде на чем-либо. Если машина, то она должна быть большой, хорошей, красивой. Если моноколесо, то я должен смотреться на нем гармонично. Поэтому я до недавнего времени катался исключительно стоя, благо неплохо освоил подобный вид передвижения. Вот. И все чаще начал замечать, что многие ребята ездят сидя и получают от этого удовольствие. Лично для меня подобный способ передвижения внешне выглядит не очень эстетично. То есть как бы невысокое моноколесо, на нем сидит какой-то райдер в непонятной позе, ни за что по сути не держится, руки деть некуда. И вот так вот ты как-то куда-то едешь зачем-то. Со стороны, на самом деле, для меня это выглядит немножко глупо.
Но опять же, судить о том, как оно выглядит, это одно, а испытать это все на своей шкуре совсем другое. Чуть ли не насильно мне было вручено для тестов оригинальное сиденье для моноколеса InMotion V11, и я уже на протяжении недели, наверное, может быть чуть больше, эксплуатирую его как раз-таки в разных режимах. Езжу стоя, присаживаюсь на ходу, поднимаюсь на ходу, где необходимо. Вот. И на самом деле, да, я могу сказать, что это абсолютно новый, это другой экспириенс. Более того, это сродни ощущениям, что у тебя есть какое-то другое моноколесо, на которое ты садишься и начинаешь им управлять абсолютно иначе. Колесо при всем при этом при езде сидя становится более стабильным. Такие понятия, как воблинг, практически полностью исчезают. Если не полностью, я, по крайней мере, его еще ни разу не ловил, именно когда я ездил сидя. Вот. Но да, мне все так же некуда деть руки. Я все так же еду в этих непонятных позах, но при всем при этом я сейчас могу спокойно выехать 30-40 километров, ни разу с колеса не встав. Вот. И комбо из сиденья и наличия подвески в моноколесе делает его практически идеальным дальнобойным средством передвижения за очень умеренную цену. Есть у меня дача недалеко от Минска, километрах в 20. Не так давно я прокатился туда и обратно, практически полностью всю дорогу ездил сидя, благо велодорожка ведет. Это на самом деле очень интересно, и если вы из тех людей, которые передвигаются на моноколесах не в магазин и, скажем так, там, буквально в радиусе 3-4 километров, то наличие сиденья очень сильно упрощает вам жизнь и дает вам возможность передвигаться на дальние расстояния без изменения вашего комфорта, без той самой необходимости кучи остановок. И просто дает вам определенный новый опыт, который, несомненно, как минимум стоит попробовать. Хотя бы для себя один раз, чтобы судить о том, нужно вам моноколесо с сиденьем или не нужно. Кому бы я мог посоветовать InMotion V11? Для меня целевой аудиторией будут являться ребята, которым так же, как и мне, важен внешний вид и важен комфорт, а также важна надежность. Это колесо очень легко и свободно управляется, не нужно обладать какими-то особыми навыками при переходе с какого-то другого вида моноколеса. Более того, я даже скажу, что это колесо вполне подходит райдерам-новичкам, потому что оно прощает очень многие ошибки. На своем опыте знаю, я уже неоднократно падал, благо экипировка спасает. Вот. Но колесо, на удивление, как бы оно ни отлетало, я с ним не испытываю никаких проблем. У него все еще целый корпус, у него все еще целый пластик, оно все еще включается, выключается, едет как надо, куда надо. Так что колесо в этом плане просто замечательное. На самом деле сложно что-то сказать в этом самом завершении, абстрактные мысли. Но поскольку мы сейчас говорим о моноколесах, и в частности о конкретном колесе InMotion V11, я бы порекомендовал абсолютно любому человеку, как говорится, и стар, и млад, попробовать моноколеса, потому что это действительно замечательно, это потрясающий вид транспортного средства. Он не настолько опасен, как вам может показаться со стороны, по той причине, что он абсолютно контролируем. Вам необходимо всего лишь пройти определенные курсы или немного самим потренироваться, и у вас начнет все получаться. А вот когда у вас начнет получаться, вас не оттащишь за уши от этого вида транспортного средства. Я, как несчастный педант, не побоюсь этого слова, я очень скрупулезно отношусь к подобным вещам, но для меня моноколесо на самом деле заменило очень многие вещи, вплоть до того, что меня сейчас моя супруга к нему очень сильно ревнует. Я стал, куда-то поехал, а куда, а зачем? А она не способна понять, что это действительно просто кайф. Поэтому приходится объяснять, приходится какие-то видео показывать. Чтобы у вас этого не было, не знаю, не обзаводитесь женой, что ли, или ставьте жену на моноколесо в том числе. Потому что я свою пока не мог заставить. Но недавно поставил старшего сына, 19 лет, на свое моноколесо, а также научил младшего сына с помощью Игоря, инструктора из магазина «Ямак». Тоже его поставили на моноколесо, и вчера у нас было с ним индивидуальное и в сумме 4-е по счету занятие, где он намотал порядка 1,5 километров по площадке, самостоятельно, не слазя с колеса. И, честно говоря, я давно не видел в его глазах вот этих вот восторженных эмоций вместе со слезами. Это было просто замечательно. Поэтому, ребята, если у кого-то хотя бы мельчайшая мысль проскочила о том, стоит или не стоит, пожалуйста, второй вариант откидываем просто сразу. Стоит и безоговорочно. С вами был Иван. Ну что ж, ждем вас на просторах наших городов на моноколесах. Моноколесники друг друга приветствуют, и это тоже приятно.